Всем привет, дорогие мои друзья! У нас сегодня вот такая погода. 10 минут назад было так темно, что я думала, пойдет дождь, а сейчас выглянуло солнце, но тоже, наверное, минут на 5, пока тучки не закроют его. Массимо уже настриг траву очень хорошо, коротко так, и уже ветерочек разгоняет все эти листочки, опять насорил, как же жаль. Ну, еще у нас созревают уже наши мандарины и наши лимоны, которые у нас растут внизу. И будем теперь питаться нашим урожаем. Вот такая у нас травушка зеленая. Снега у нас не бывает, но сегодня дует сильный холодный ветер. А еще у нас созревает уже дерево кумкват. Вот такой маленький, по-моему, китайский мандарин, что ли. Я его очень люблю тоже. Ну да, очень урожай в этом году хороший лимонов. Смотрите, сколько на них. Ну, это вот этот парк, который у нас находится напротив нашего балкона. Вот так он весь разросся. И такие красивые цвета. Посмотрите, там бордовый даже есть вот эти листья, которые я вам сейчас показываю. Они очень красиво смотрятся, но все же лучше смотреть на такие красивые заросли, ежели на этажные дома, которые тебе смотрят прямо в окно. Готовлю бульон. Ну, у нас это здесь называется бродо ди карне. Положила туда 2 куска вот таких говядины. И вот так вот они здесь делают супчик. Это в основном зимний вариант, потому что холодно. И как раз надо вот такие горячие супчики. Это все потом овощи я заберу. Только используется бульон. Закидывается паста маленькая для бульона специальная. И потом посыпается этим сыром тертым. И так на обед. Массимо овощи не ест, вы уже все знаете, поэтому овощи буду есть я с супчиком, а он мяско потом на второе. Вот такой у нас сегодня будет обед. Да, ну и туда я закинула вот что. 1 картошка, сельдерей 3 веточки, морковочка и вот кусочек от цукини, потому что, ну, я буду одна его есть, мне один слишком большой будет. И картошечка огромная такая. Вот и все. Посолить, поперчить, по вкусу все. И на том должно повариться где-то часа 1,5. Девочки, также я сегодня буду выпекать хлеб. Моя закваска уже вот готова. Уже она выглядит у меня вот так. Она у меня уже даже утроилась. Ну, я ее вчера вечером первый раз подкормила, и она у меня выросла в 2 раза. Сегодня утром я ее 2-й раз подкормила, потому что она с холодильника. И вот, смотрите, уже опадает. Значит, уже пик. И можно уже сейчас делать тесто. Уже она вот булькает прям, и уже самый пик. Дошла до пика. Смотрите, как она красиво выросла. Сейчас она уже самая надежная. Вот пока она у меня вот такая не становится, девочки, вот 2-й раз будет, 3-й раз, все-таки она в холодильнике. Сейчас погода все-таки холодная. И поэтому я ее 2 раза на ночь и потом с утра, чтобы наверняка была готова вот до такого состояния. Мои хлебушки сформированы и отправлены до завтра растаиваться в холодильник. Всем привет! Сегодня у меня 2-й день, и я сейчас уже возьму хлеб и начну выпекать. Духовку я уже подогрела. Вчера у меня очень сильно болела голова, видимо, на погоду, поэтому у меня и голос какой-то. У меня после сильной головной боли всегда бывает немного голос изменен. Весь день вчера я лежала, потому ничего мне не помогало. У меня бывает иногда мигрень такая сильная, что ни таблетки, ни ничего-либо другое, просто мне не помогает. И я просто тупо пролежала, провалялась, не знала, чем это немного освободить свою голову, потому что
У меня такое бывает ощущение, что меня просто в тиски вот так. Иногда отсюда бывает, а иногда сверху. Вот. И поэтому сегодня, слава богу, мне лучше. И сейчас я буду выпекать хлеб. Погода у нас дурацкая, все серое. Я со светом опять на кухне. Варю снова бульон, тут же на мясе. Оставила вчера кусочек, сегодня должна Милана прийти и приехать к нам. И думаю, ей тоже сделаю на обед. Обедать будет здесь у нас. И думаю, сделаю ей тоже это мяско. Оно такое было бесподобное, просто во рту таяло. И я специально вчера оставила кусок, чтобы ей сегодня отдельно сделать. И вот варю его сейчас. Видимо, всю ночь шел дождь, и такое вот серо-зимнее настроение, в общем, такое. Ну, сейчас я буду печь хлеб, и настроение у меня улучшится. Я, когда пеку хлеб, это для меня бывает просто наслаждение, девочки. Это меня очень успокаивает. Я вижу результат. Ну, такое бывает. Ну кто это делает, тот поймет. Так что я иду за хлебушком. Вот и мой хлебушек. Ой, первый готов. Полюбуйтесь на эту красоту. Вот такой у меня получился хлебушек. И все прекрасно. И гребешок у него, и колоски. Ну, просто красота и заглядение. Посмотрите, какой он красивый получился, правда? Другой уже сейчас в печи тоже. И вот и третий хлебушек мой уже готов. Посмотрите, какие они у меня получились, просто замечательные, не правда ли? Каждый хлебушек весит 550-560 грамм, и они у меня вышли из килограмма муки. И 750 грамм воды, 180 грамм закваски. И все. И вот такая красота у меня получилась. Конечно, девочки, хочу вам сказать, недостаточно, чтобы закваска только в 2 раза увеличилась, и потом уже можно печь хлеб. Это я на своем опыте вам говорю. Нужно обязательно еще раз, я его подкармливаю, эту закваску, 2-й раз, и потом она уже, когда втрое увеличиваться, уже прям бежит наверх, вот тогда до пика и надо замешивать тесто. И тогда самое то, самая вкусняшка будет именно потом. Конечно, если у вас вдруг она даже с 1 раза подлетает, вылетает из баночки своей, то тогда я молчу. У каждого, конечно, своя закваска, у каждого свои уже уклады. У меня вот такие. Ну, а сейчас я вам вот покажу, как я другой хлеб выпекала тоже. И фотографии, я же их фотографирую для себя. Мне же самой очень, чтобы сохранялись хоть как-то. И вот вам решила тоже их показать, какие они у меня получались. До этого пекла. Потом вот этот пекла. Ну, вкус, конечно, у них просто отменный, отменный. Не сравнить. Я поэтому уже не могу даже в магазине покупать. Посмотрите, какая красота. Ну и тут подоспел Массимо с покупочками со своими. Массимо, buongiorno. Buongiorno, oggi ho fatto una piccola spesa. Немножко, говорит, продуктов закупил. Biscotti. Да, печенье купил, брюшины, булочки. Sì, così li faccio vedere veloce, veloce. Йогурт. Ага, йогурт купил, оливки купил зеленые. Ливолево, браво, Массимо. Вот такие огромные, красивые. Il latte. Молоко. I pomodori. Молодец, браво. Clementine. Мандарины, клементины называются. Вот такие вот. Каки, хурма. Но это сладкое. Questa è caca, mela caca. Mela caca. Бананы. Сыр. Ага, брависсимо. Да. Тертый сыр, яйца. Положи. Metti là, si vedono, Massi, si vedono. Sì. Farina di riso. Ah, farina di riso, bravo.
Я его попросила купить рисовую муку, так как иногда она мне бывает нужна. И E un po' di dolce per me. ее нигде не E un po' di dolce per me. Боди Дольче. И конфетки вот такие купил. Молодец. Брависсимо, брависсимо. Questa è la spesa di oggi. Да, это говорит покупки, сегодняшние покупки. Молодец. Брависсимо. Грация, грация, грация. Adesso metti tutto a posto. Vai. Теперь говорю, можешь складывать все по местам. Пожалуйста, складывать все по местам. Так, ну а я должна ему сейчас быстренько вот такую маленькую вот такую пасту сварить. Как раз для бульона. Мой бульон уже готов, поэтому сейчас ему надо быстро сварить пасту. Смотрите, какой аппетитный бульон у меня получился. Сейчас я его полью маслом оливковым. Это я варю отдельно, потому что я не люблю, когда вот это все, как сказать, паста, когда варится, она же выпускает вот эту всякую свою мучную, ну блин, как она была. В общем, я пасту варю отдельно, а потом подливаю туда бульон, выливаю эту воду, которая, где она сварилась, вот это, она мне не нравится, потому что в ней все бывает, то, что выходит из пасты. И я ее не люблю. И вот так я ее сейчас проварю до полуготовности, вылью эту воду и залью свежий бульон. Вот этот замечательный, вкуснейший, просто красота. Guarda che brodo, guarda Massimo. Guarda che bello. Многие нарезают мелко вот это все, ну так как он не любит овощи, чтобы хотя бы я их могла целиком вытащить и потом просто налить ему бульон. Это приблизительно выглядит вот так. Он даже много бульона не любит, поэтому я ему мало бульона налила, но он есть, конечно. Чуть не вылился. Но в отдельную тарелку я выложила все овощи. К себе в тарелку я уже положила. Моя тарелка выглядит вот так. И я положила кусочек картошки, морковки, немножко цукини, сельдерея. И теперь сверху посыпаю сыром тертым. Ну и все. И вот так у меня вот такая насыщенная тарелка супчика с макарошками. Все, а на второе у нас мясо, которое сварилось там внутри. Всем спасибо и приятного аппетита, кто за столом. Пока-пока.